Добрый день всем. Я приветствую участников школы по гендерной истории и очень благодарна организаторам за эту инициативу и за это приглашение. Я буду говорить о темах, которые приближаются к тому месту, где история встречается с гендером. Но буду делать это, заходя с территории дискурсивных исследований, которыми я занимаюсь. Мое сегодняшнее сообщение посвящено идеологии, голосу, интонации и поискам некоторых рисунков или вокальных паттернов, которые позволяют думать о том, как человек входит в резонанс и взаимодействие с властью, временем и историей. Начну с небольшого видео. За все это время. Все эти 1,5 месяца было много встреч с избирателями. И практически везде они говорили о будущем. О том, кто возьмет на себя ответственность за страну. Предложения были разные. Кто-то прямо говорил, надо, чтобы Путин обязательно остался. Кто-то выступал за обновление власти, за новые лица. Но при этом и у них была оговорка. Нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом. Зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией. Причем он не такой человек, который будет ставить вопрос о себе лично. А мы должны обязательно этот вопрос ставить. Итак, 10 марта 2020 года, совсем недавно, но кажется уже в какой-то не этой жизни, на одном из заседаний Российской Государственной Думы первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Так. Нет. Извините. Да, вот. Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова выступила с инициативой обнуления президентских сроков. Безусловно, советские космонавты вообще и первая женщина-космонавт в частности были вписаны не только в советский символический порядок, но и в порядок прямого взаимодействия с властью, выступая в качестве медиаторов особого рода. Безусловно, они были, так, это не я, безусловно, они были все больше и больше выделены и обласканы властью. Безусловно, в некотором роде они сами занимали то место и ту позицию, откуда запускается и исполняется власть, производится, если не социальный, то символический порядок. И в этом смысле встреча носителя этого символического порядка с современной российской властью не выглядит случайностью. Характеризуя и комментируя, критикуя, высмеивая эту инициативу, российские социальные сети обращали внимание на очень разные примечательные детали, которые касались прежде всего содержания. Обсуждали стыковку между советским космосом и русским космизмом, запуском и вечностью,
темпоральностью особого рода и разного рода доступами к символическим ресурсам. На этом пародийном постере, билборде, который не существует нигде, кроме социальных сетей, в некотором роде сгустилась символическая реальность разных порядков и разных уровней. Безусловно, перед нами пародия на знаменитый плакат Иосифа Таидзе «Родина, мать», царь, космонавты, превращающиеся в сотрудников ОМОНа и Росгвардии, монархия, патриотизм, Родина и вечность. И в этом смысле, ну, то есть, конечно, мы, с одной стороны, обращаемся и видим возвращение одной из таких классических фигур советской мобилизации. С другой стороны, если мы посмотрим на то, как вообще сегодня вводится и комментируется этот плакат, мы, конечно, начинаем думать и задумываться о специфической таком гендерном плане и гендерных фигурах этой мобилизации. Что важно для меня, я обращаю внимание скорее не на то, что говорила Терешкова, и даже не на то, с какого рода инициативой она выступала, и даже не на то, с какого места она исполняла эту речь. Меня интересует то, как это было сказано. Выводя на слайд те фрагменты речи, где четкость, резкость, интонирование, особое качество звучания изменяется, я привлекаю внимание не столько, опять же, к содержанию, сколько к самой манере исполнения. Мое сегодняшнее сообщение это призыв, и коль скоро речь идет о мобилизации, это призыв обратить внимание на специфические характеристики взаимодействия говорящего и символического порядка. Я предлагаю думать о взаимодействии с вступлением в порядок идеологии не через направленность высказывания, которую мы традиционно обнаруживаем в специфике грамматики, синтаксиса, особенностях работы с контекстом, играми с семантикой. Я предлагаю обращать внимание на интонацию. И как только мы начинаем обращать внимание на интонацию, как только мы возвращаем голос в анализ политического, мы не можем не обращаться к тому, откуда этот голос исходит, мы не можем не обращаться к политическому захвату самого плана телесного присутствия, корпореальности, и в этом случае даже такие исследователи вроде меня, которые не выдвигают на первый план гендерную повестку в качестве специальной, особой, главной, они просто не могут не обращать внимания на то, кто, как и по каким правилам это исполняет. И тогда вдруг становится очевидным, что разговоры об исполнении идеологии с женского голоса или о женской партии внутри той идеологической матрицы, которая нам в некотором роде достается от советской эпохи и в тех или иных способах восстанавливается, частично обыгрывается, разыгрывается и встраивается в современные порядки высказывания, не обращать на все это мы уже не можем внимания и не имеем права. В моем сегодняшнем разговоре, исполненном с моего голоса, будет несколько важных для меня моментов. Я остановлюсь на
той концептуальной рамке, исходя из которой мы можем задавать эти вопросы. Я разберу несколько случаев, в которых мы можем обнаружить фактуру для анализа подобного рода, и я закончу некоторым эпистемологическим комментарием, послесловием. Ну, как бы этот рояль я могу сразу выкатить из кустов и сказать о том, что заканчивать этот разговор я буду открытой повесткой и вопросами о том, как тем, кто привык работать с речью, если и звучащей, то безголосой, как нам все-таки подходить к работе с голосом и какого рода инструменты мы можем использовать или какого рода сложности здесь возникают. Таким образом, вот очертив это пространство, я начну двигаться по порядку. Скажу еще раз, что история, которая сегодня запускает актуальные политические повестки, существующие в современной России, история с инициативой Валентины Владимировны меня интересует как история и исполнение. История и исполнение вовлеченности особого рода. И здесь я, конечно, не могу не кивнуть в сторону пары классических текстов и тезисов, позволяющих думать о встрече не между голосом, для голоса здесь места пока что нет, но между субъектом, идеологией, действием и разными формами вовлеченности. Только ленивый не вспоминает альтюсеровского оклика и альтюсеровского жандарма, полицейского при разговоре о том, как работает идеология и как формирование субъекта оказывается неотделимо от запускающего программы субъективации, обращения, исходящего от власти. И это обращение автоматически или не автоматически встраивает нас в тот порядок, где реальные социальные процессы и отношения оказываются опосредованы воображаемым порядком существования. То есть идеология описывается как неотделяемая, неотменимая структура символического опосредования, обеспечивающая наше взаимодействие с социумом и существование в нем. Сегодня к альтюсеровским тезисам можно задавать самые разные вопросы, как это часто бывает с классикой. Вопрос, который важно и интересно задавать мне, это вопрос прагматический, об эффективности такого рода оклика. То есть и о как бы уже различных способах действия в этой ситуации. Но сегодня я буду говорить о других моментах и нюансах. А именно, я буду говорить о том, что, по сути дела, альтюсеровское понимание интерпеляции оказывается невероятно важным для того, чтобы думать о мобилизации как таковой и о мобилизации, которая осуществляется в специфических для советской цивилизации обстоятельствах. Мы говорим о советском обществе как об обществе мобилизации, мы говорим об экономических моделях как о мобилизационных, мы думаем о специфических формах нагнетания вовлеченности и активности, мы задаем вопрос к силовой организации общественной сферы, мы проблематизируем статус советского субъекта
на основе вот этих технологий и машин протезирования или активации. И возникает вопрос, то есть как мы можем думать об этой самой мобилизации, если, например, принимать во внимание некоторые вот эти активационные подходы к концептуализации идеологии. В некотором роде мобилизация оказывается ничем иным, как силовым окликом. Или окликом, который требует от окликаемого использования каких-то ресурсов, иногда значительных, для того, чтобы занять вот эту вот позицию субъекта. Моя идея достаточно проста. Я не вдаюсь здесь и сейчас в разговор о том, насколько эффективна или неэффективна эта модель. Как человек, который занимается изучением советских научно-технических программ, я вижу, чем оборачиваются мобилизационные модели в сфере, например, научного поиска или реализации долгосрочных проектов, или ситуации, когда возникают сложности при столкновении с внедрением. Но, опять же, я сейчас не об этом, я о том, что в ситуации мобилизующего оклика в некотором роде одним из важных ресурсов оказывается собственное «я» человека, его тело, и в данном случае меня интересует, как голос становится тем ресурсом, который включается в игры мобилизации. Не то чтобы по каким правилам и логикам это происходит, но как мы можем обнаружить вот эту вот активацию. И здесь мне нужна еще одна небольшая деталь. И еще один не столь древний классик-современник, когда Жижик говорит о своем понимании идеологии, противопоставляя или там сопоставляя его с классическим корпусом, он даже не намекает, но заходя из психоаналитической системы координат, подводит нас к пониманию того, что идеологию ищут не там, что мы должны пересмотреть такие пансемиотические представления о месте, ресурсе функционирования идеологического и обратиться к несколько иному, запускающему, прагматическому плану, в котором идеология реализуется. Если Тьен Ван Дейк, рассуждая об идеологии в последние годы, говорит о том, что ее нужно искать не в тексте, а в контексте, продвигая вот эту вот продуктивность идеологического смещения, то Жижик совершает смещение по-своему, предлагая обращать внимание не на план функционирования и дрейфа знаков и символов, а также их когнитивного освоения, а на план действия. Он говорит о том, что идеологический фантазм нужно искать не в системе представлений и даже не только и не столько в символических узорах того социального космоса, где мы существуем, а идеологический фантазм нужно искать в самом действии. Таким образом, в чем заключается моя идея и почему я позволяю себе эти отступления? И я полагаю, что для того, чтобы ловить сегодня, здесь и сейчас работу и идеологического, мы должны обращать внимание на более широкий план, связанный с речевым производством. И я предлагаю присмотреться к тому, как вот этот самый ресурсозатратный и требовательный оклик, и каким образом вот это вот фантазматическое действие обнаруживает себя там, где мы не очень привыкли их видеть, как они обнаруживают себя в голосе. Каким образом голос становится и тем ресурсом,
который предлагается и используется в ситуации мобилизации, и как через голосовое исполнение осуществляется мобилизация и самого говорящего, и его аудитории, и каким образом использование голоса становится действием социальным и политическим. В этом смысле с голосом, в общем-то, история оказывается достаточно, как это часто бывает, и очевидной, и непростой. Внутри современного критического политического дискурса нельзя сказать, что голос является величиной незаметной. Мы требуем права голоса, мы участвуем в возвращении голосов, мы чутко относимся к зонам молчания, рассматривая их как политически-диагностические. Но в то же время при всех этих разговорах мы теряем голос в его вокальной полноте и жизнеспособности в качестве предмета и инструмента анализа. Возвращаясь к истории с Валентиной Владимировной, мало кому было, да вообще никому, не было интересно, как она это говорит. То есть всегда возникает вопрос, когда мы работаем с политически исполняемой публичной речью, там, автор кто, а кому принадлежит высказывание как высказывание, но мы никогда не можем произвести эту работу отчуждения по отношению к голосу, и для исследования тех форм опыта, где автономность может быть довольно быстро поставлена под сомнение, изучение вовлеченности сказанное неотделимо от интереса к фигурам не речи, но звука. Ну, то есть я призываю обратить внимание не только и не столько на то, в принципе, вся аналитика дискурса, она разворачивается под вывеской слова «как». От причин, работы с причинно-следственными связями мы переходим к ответу на вопрос и поиска причин, мы переходим к ответу на вопрос, как, собственно говоря, производятся значения в отдельных социальных контекстах. Но в этом смысле у каждой повестки есть разные, стадии, уровни решения задач. Я предлагаю в ответе на вопрос «как» присмотреться к интонационному ресурсу, просодическому фону и к режимам исполнения. На житейском уровне мы достаточно хорошо осваиваем эти регистры. В повседневной жизни, во взаимодействии с ближними и дальними людьми нас довольно часто смущает не то, что они говорят, а то, как они это делают. И я бы так сказала, что в этом способе вопрошания тоже присутствуют очень специфические гендерные модальности. Интерес к экспрессии, которая вдруг становится фигурой не второго, но первого плана. Если угодно, эту работу я предлагаю выполнить и за пределами частного опыта, задавая вопросы к тому, а может ли исполнение поддерживаться, манера исполнения поддерживаться и воспроизводиться уже не на индивидуальном, а на надиндивидуальном уровне. Потому что понятно, что к деталям интонационных рисунков, смен интонации, повышению, понижению тона, изменению тембра,
К этому невероятно чувствительны не только лингвисты, занимающиеся изучением просодики, но и микросоциологи разного рода. Но вопрос, который занимает меня, это вопрос о том, можем ли мы ловить вот эти исторические, культурные, социальные паттерны на уровне, который выходит за пределы индивидуальных стилей и манер исполнения. Понятно, что вопрос риторический, понятно, что я считаю, что на него надо отвечать положительно, и понятно, что я отвечаю на него положительно, и точно так же понятно, что, может быть, не все ответы на эти вопросы у меня есть. Но совершенно очевидно, что я оказываюсь в данном случае среди тех авторов, которые предлагают обращаться к голосу и возвращать его. Например, Лесли Дан и Нэнси Джонс говорят об этом из политической повестки, подчеркивая, что наша концентрация на голосе как квинтэссенции политической агентивности и субъектности несет на себе отпечатки классического европейского рационализма, где голос, может быть, и есть, а тела нет, и без тела какой же голос? Адриана Каварера предлагает возвращать голос в речь на территории философии, упрекая, давно уже, правда, не очень живых постструктуралистов и постмодернистов в том, что их знаки, может быть, в чем-то и материальны, но совершенно бесплотны. Анетта Шихтер упрекает Джудит Батлер за то, что, выстраивая свою теорию перформативности как такой форпост новых исследований и исполняемых дискурсов и практик, она может быть и чувствительна к телу, но совершенно не чувствительна к голосу. И за годы, которые прошли со времен первой критики, может быть, слово «голос» и вернулось в тексты Батлер, но не повестка как таковая. Если угодно, вопросы к голосу — это еще один способ задать, то есть к критике той не только машины рациональности, с которой мы сталкиваемся, но и тех инструментов аналитических, которые мы непрерывно используем и воспроизводим. То есть такая попытка обнаружить не то чтобы слепое пятно, потому что в некотором роде то, о чем я говорю, лежит на поверхности и одновременно ускользает. Вот как с этими ускользающими очевидностями работать, что делать и как вписывать туда повестки разного рода, это вопрос. Наверное, в каждой ситуации важно прояснять условия, в которых исследователь задумался над или обнаружил те вопросы, которые он предлагает как-то обсуждать окружающим. Поэтому я коротко поясню, как к вот этому индивидуальному и очень такому низовому обнаружению голосовой повестки пришла я. И как эта повестка через некоторое время вновь становится актуальной. Какое-то время тому назад я преподавала анализ дискурса в Европейском гуманитарном университете, переехавшем не по собственной воле из Минска в Вильнюс. И опять же, кажется, даже не в прошлой, а в позапрошлой жизни мои вильнюсские студенты подарили мне для анализа ролик, который мы очень долго анализировали в своем курсе. Это был 2011 год. 19 декабря 2010 прошли очередные выборы президента Беларуси, и повестка снова обновляется и снова актуализируется.
печальным образом. Были волнения, были аресты, задержания, были международные санкции. И был Белорусский республиканский союз молодежи, такие белорусские комсомольцы, которые записали агитку с обращением к международному сообществу, с призывом к отказу от двойной игре, признанию того, что мир несправедлив везде, и снятию санкций. Это обращение тривиально и любопытно, непрофессионально и примечательно само по себе. Я не буду анализировать его детали, скажу только, что порядка 10 человек с разной степенью дрессуры и согласованности читают текст, написанный явно не ими. Чему меня научил этот ролик и о чем я задумалась, начиная с вот весны 2011 года. Разбирая эти сюжеты, расшифровывая эти реплики, мы, конечно же, осознавали и понимали, что текст написан не белорусскими комсомольцами, более того, они даже не всегда и не все его могут прочесть должным образом. И это, опять же, это вопрос не только к дисциплине чтения или там дисциплине звучания, но стало понятно, что в этой ситуации такого постдисциплинарного монтажа каждый исполняет этот текст в меру собственного понимания важности. Кто-то хмурит брови, кто-то размахивает кулаками, кто-то ухмыляется, кто-то берет некоторую серьезность в значимых, как кажется, чтецу местах. В этой ситуации стало понятно для меня, что мы, ловя вот эти содержания, имеющие отношение к наплывающему и навязываемому через фигуры речи, порядку отношения, порядку артикуляции, порядку значений, а вместе с ним и порядку социальности, пробиваться к нему мы должны и можем не только через текст, потому что текст не принадлежит говорящим, а нужно пробиваться через саму манеру исполнения. И, наверное, с этого времени я думала о том, как говорить и как думать об исполнении идеологии. И вообще, как думать об идеологии и об идеологической работе, как об исполнительском искусстве, и ставить вопрос об исполнительском мастерстве или не мастерстве. Здесь есть свои сложности, к которым я вернусь, наверное, заканчивая свое вот, развернутое высказывание, но пока я хотела бы включить тот фрагмент этого выступления, с которого монтаж начинается. Интересно, что монтируя вот эти непричесанные и достаточно сложно монтируемые и совмещаемые вместе фрагменты, авторы монтажа на первое место поставили не кого-нибудь, а вот эту строгую девушку. Уважаемые дамы и господа, мы, представители Белорусского республиканского союза молодежи, считаем необходимым обратиться к вам в связи с непростой ситуацией, сложившейся в международных отношениях, особенности в отношении Республики Беларусь. Соответственно, меня заинтересовало две вещи. Первое — это то, что выступление и чтение, манера чтения этой девушки кардинально отличалась от всех остальных. С одной стороны, степенью отработанности, а с другой стороны, вот чем-то, что мне казалось узнаваемым. Казалось бы, всего одна буква, правда, товарищи? Такая малость. Но давайте вспомним, что означает имя Мел. В нем зашифрованы святые для нас имена. Маркс, Энгельс, Ленин,
означает небрежно выброшенная им буква «С»? Вот в мюзикле Валерия Тодоровского «Стиляги», снятом в 2008 году, Евгения Брик исполняет роль комсорга Кати и в своих интервью говорит о специфическом опыте вот этого оклика, об особой энергетике, которую она чувствовала, вот стоя на трибуне и произнося эти высказывания, о том, что сама форма вот, высказывания очень специфична. Я писала Евгении и очень хотела бы с ней поговорить, но как-то не получив этого ответа, довольствуюсь теми комментариями, что были даны в каком-то публичном пространстве, и думаю вот о чем. Нина Эдштайн предложила обращать внимание на вот эти вот специфического рода регулярности, особого рода, думая о них как о фигурах звука, задавая вопросы не только к интонационному рисунку или вот этой вот рубленной речи или высокому звенящему жестью голосу или чему-то еще, а отсылая к некоторым комплексным фигурам, которые позволяют фиксировать, ну вот как бы есть широкие фигуры экспрессии, куда включается не только звучание, но, не знаю, и способ и форма там, держания спины или жесткость артикуляции или способы управления мимикой. В этом случае я поняла, что мне напоминает речь белорусской комсомолки, открывающей монтаж. Она мне напомнила такие постановочные и в этом смысле очень хорошо распознаваемые сцены артикуляции, идеологически окрашенной речи, где говорящая, потому что речь женская, оказывается одновременно и окликнутой, и окликающей. И вот в этой двойственности фигуры мобилизации и вокализации эта история и оказалась мне интересна. Сложности дополнительные были связаны с тем, что при всем этом интересе лично мне было не очень понятно, как нужно приближаться к детализированному описанию и анализу этих форм исполнения. Поэтому какое-то количество лет моя работа с этим сюжетом и с этой темой, она была тоже очень специфической. Я давала своим студентам и коллегам, то есть в этих неловких, дефицитарных по имеющемуся объяснительному аналитическому потенциалу выступлениях, я давала это послушать. Говорила, ну вот вы слышите, что там есть некоторое сходство. Я и сейчас думаю, что работа с вот этим вот сходством и с вот этими вот паттернами, которые различают иногда слабо, иногда более четко, иногда совсем как-то вот почти никак, наше ухо, я думаю, что ему нужно этому уху доверять и двигаться вслед за этими созвучиями и сближениями, наращивая возможность и потенциал говорения о них. Совсем недавно, на днях, Илья Кукулин в своем фейсбуке обратил внимание на то, что китайский хор звучит так же, как наш хор, исполняющий концерт ко Дню милиции. Много лет тому назад я слышала замечательный доклад коллеги из Тарту о том, как через мхатовскую театральную интонацию в русских театрах по всей Советской империи навязывался этот
культурный и код, а вместе с ним империализм через звучание театрального голоса. То есть я хочу сказать, что в разных местах современного исследовательского пространства мы обращаем внимание на эти сюжеты. Но возникает вопрос, как работать с ними на территории, которая выходит за пределы профессиональной просодики, имеющей свой исследовательский аппарат и свои задачи и цели. Из тех, кто мне близок в этой ситуации, я, конечно же, должна упомянуть Бориса Гаспарова с его давним текстом о культурной и политической истории мелодики в устной речи советского человека, где Гаспаров показывает фактически, что мена дореволюционного или там остаточно дореволюционного на советское оказывается не только речевой, но и интонационной нормой. За рассуждениями Гаспарова маячит фигура Бахтина, думающего об интонационном фонде культуры и о той связке, которая существует между интонацией и отношением. Вот это вот обогащение тех возможностей, которые у нас появляются при разговоре об отношении как исторической категории, об участии или там причастности, как с одной стороны корпориальных, а с другой стороны политических категориях, кажутся мне достаточно важными и знаковыми здесь. Я остановилась до своего очередного отступления на тех паттернах вокализации, которые вот в таком первом приближении ухо обнаруживает в речи, которая де-факто оказывается речью женской. И, наверное, перейду к моему любимому третьему эпизоду вот в моей личной истории этих сближений. Для меня эта история выстраивалась так: сначала совершенно случайно белорусские комсомольцы, потом по реминисценции стиляги, и, наконец, к тому времени мы с коллегами работали с корпусом устных интервью о перестройке, слушали их, сверяли транскрипты, и я обратила внимание на интервью Нины Андреевой. Я не знаю, говорила ли бы я здесь на эту тему, если бы не такая случайность в моей собственной преподавательской, исследовательской, не знаю, зрительской жизни. Итак, рупор контрперестройки, преподавательница Ленинградского вуза, принципиальный коммунист со статьей в «Советской России», не могу поступиться принципами, которая стала одним из символов сопротивления перестройки. Я, опять же, не останавливаюсь сейчас на том политическом контексте, который окружает это событие, а обращаюсь к голосу. В степени владеет им, то ли еще здесь какие-то моменты. Но в тот вот период мы интеллигенция в смысле, всегда слушали зарубежные голоса. И у нас был приемник, и мы с мужем часто выходили вот здесь вот в сквер и слушали по приемнику вечером в 11-12 вот, значит, немецкую волну, BBC, «Голос Америки» и так далее. И вот тогда вот мы слушали, и меня поразила одна мысль, которая была высказана в немецкой волне. Они сказали: о чем думает бессонными ночами Горбачев? Меня это насторожило. И они же сами ответили, что Горбачев думает о том, как бы до времени не сказать того, что пока сказать нельзя. Я мужу говорю: ты слышишь, что они говорят?
делай выводы. А что он может, что он не хочет сказать пока до времени? То есть эта фраза меня очень насторожила. Далее. На одном из пленумов Горбачев, выступая и определяя задачу перестройки, он ее определил так, что задача перестройки состоит в том, чтобы выкорчевать старое дерево, распахать землю, посеять семена, взрастить лес и плоды получить. Я когда прочитала это в «Правде», я говорю муж у меня был доктор философских наук, я говорю, ты посмотри, что он хочет делать. А что он может выкорчевывать? Что он может выкорчевывать? Он может выкорчевывать только социализм. Другого ничего не может выкорчевывать. Он так засомневался, потому что ему тоже допустить, что генеральный секретарь правящей партии, лидер страны, лидер международного коммунистического. Вот чем мне интересен этот фрагмент биографического интервью Нины Андреевой. Он мне интересен своей неоднородностью. Я могла бы даже сказать, что я очень люблю в нем эту неоднородность. Мы наблюдаем, как за вот этот очень короткий интервал времени вот эти самые интонационные или там паттерны, если говорить шире, не об интонации, а о вокализации, паттерны вокализации меняются несколько раз. Я постаралась выделить это разными цветами в диапазоне от очень высокой степени мобилизации, если хотите, к такой демобилизации повседневности. И вы могли обратить внимание на то, что смена вот этих режимов вокализации происходит тогда, когда меняется позиция субъекта высказывания и когда меняется вот эта степень вовлеченности. Между житейской сценой выхода с мужем в парк, такой миниатюры из жизни советской интеллигенции на излете СССР, и речью пламенного трибуна, обличающего генерального секретаря в предательстве идеалов партии и социализма, существует большая разница. И тем удивительнее та скорость, ну, или то лавирование, или та хореография переключений, которая актуализируется в данном случае. Очевидно, что разного рода позиции субъектов высказывания сопровождаются или запускаются, или воплощаются через разного рода формы интонирования. Понятно, что меняется содержание высказываний, но помимо содержаний и очень значимо и заметно меняется исполнение, что заставляет меня, как бы или побуждает, или вдохновляет думать и говорить о том, что перед нами специфические формы интонационного менеджмента, что вся эта прекрасная одержимость политических валькирий является частью и интонационной социализации. Об этом сегодня говорят достаточно много. И частью политической социализации, вступления в порядок правильного исполнения публичной официальной речи. Сьюзан Кюсик говорит о специфических вокальных дисциплинах, ну или дисциплинах вокализации, через которые мы проходим, вступая в порядок социального. Она говорит о том, что в этом смысле женский голос, он в большей степени дисциплинирован и перечисляет какой-то такой вот ожидаемо обязательный, и в этой своей обязательности не обязательный набор, типа там, как колыбельных и чего-то еще. Но вопрос-то, который задаю я, это вопрос о том, вот, собственно, каким образом и почему в этой позиции исполнительниц
ну, таких идеологических партий, не то чтобы почему в этой роли оказываются женщины, а что происходит, когда в этой роли оказывается женщина, и чем оказывается, и чем становится вот эта идеологическая партия для женского голоса. Потому что очевидно, что просадические возможности здесь имеют какое-то значение. Моник Бьемон достаточно много пишет о том, что гендерные различия в просодике такой и гендерные, и, собственно, половые различия, вписанные в антологию эволюции и развития голосового аппарата у женщин и мужчин, они становятся регулярно темой для обсуждений и академических, и медийных, и житейских. Разные диапазоны, ломки, широта возможностей и биология. Но понятно, что когда мы говорим о вот этом отклике и о предоставлении собственного голоса в распоряжение идеологии, и остановлении и превращении в идеологического субъекта через освоение голосовых паттернов, мы, конечно, имеем дело с чем-то большим. Я позволю себе житейское крошечное отступление, но люди, имеющие преподавательскую карьеру и, соответственно, склонные или переживающие профессиональную деформацию, например, я, время от времени оказываются в таких нелепых, неловких, иногда смешных ситуациях, когда где-нибудь за дружеским столом вдруг ты переходишь в режим лекционного вещания, может быть, даже не всегда отдавая себе в этом отчет, но добрые друзья, конечно же, не преминут совершить вот этот акт критики и обратить внимание на то, что интонация эта поменялась. Я бы сказала, меня занимают и интересуют вот эти способы освоения, присвоения, исполнения надиндивидуальных вокальных паттернов. И в этом конкретном случае, конечно, меня интересует, каким образом исполнительницами советской идеологии и участниками вот этих цепочек мобилизации становятся женщины. Я работала с архивом аудиопедии, слушала советские голоса. Понятно, что среди 1500 голосов советских, советского радио и радиохроники, загруженных на этот портал, женских абсолютное меньшинство, 10-я часть примерно. Но что любопытно, что, конечно же, если мы говорим о степени выразительности и распознаваемости, ну, вот этом узоре мобилизации в женских голосах он проступает и чувствуется значительно больше. Означает ли это, что женщина становится таким и идеальным ретранслятором идеологического сообщения, и вообще на каких уровнях все это реализуется? Мне кажется, что здесь любопытно кивнуть в сторону, я бы сказала, позднее советского кино с его рефлексией по поводу результатов вот этого оклика. А это Шура. Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Товарищи, не уезжайте! Люди по 50 копеек. Сегодня на что? У Маши Селезневой прибавление семейства. У тебя распиши, пожалуйста, ни при чем. а кто мне родился? Не знаю, не выясняла еще, мальчик или девочка. Спасибо большое. Спасибо, Люди, не уезжайте, кто не давал. Давайте. Из-за меня.
служебный роман Эльдара Рязанова «Шура. Общественница Местком», перманентный агент микромобилизации с характерным резким, громким, окликающим голосом и распознаваемой формой вокализации. «Бриллиантовая рука» Гайдая. Виктор Николаевич, вы что, читать не умеете? Ну, разве можно? Нона Мордюкова, «Управдом». Вот важный момент. Голос, который поддерживает, разъясняет, доводит и интонирует нормативный письменный текст, в данном случае текст двойных запретов и мобилизации. Явка обязательно, гулять собак воспрещено. Изучая московскую речь конца 80-х, 90-х годов, антрополог Нэнси Рис оговаривается, говоря о русских разговорах, оговаривается в одном месте, намекая на то, что контролерами морального порядка в России излета советского, начале постсоветского периода оказываются немолодые женщины. Рис ничего не пишет о том, как они это интонируют. Ее интересует по большей части нарративная продукция и нарративное производство, и некоторые элементы речевых жанров. Но я хотела бы обратить внимание на то, что нормативность или идеологические доксы активируются, запускаются в реальность через узнаваемый голос, и этот голос принадлежит женщине.